Здравствуйте, мои уважаемые зрители! Хочу ознакомить вас с ситуацией, что происходит в Армении и Азербайджане. Уже в армянской прессе стали опубликовывать такие статьи. Армения оказалась на пороге новой войны. Уже я не первый раз вижу такую информацию. Сейчас зачитаю, что армяне думают о ситуации сейчас между Арменией и Азербайджаном, что происходит на границах конкретно. Армения оказалась на пороге новой войны, и эта война будет отличаться от масштабов 44-дневной войны 2020 года. Она будет проходить в глубоком тылу. Об этом заявил военный эксперт Карен Аванесян. Вот фотография, армянский военный эксперт. Он предполагает, что скоро начнется война. Так, по его словам, нападение азербайджанских вооруженных сил на Армению 13 сентября приблизительно продемонстрировали, какой ход военных действий планирует Баку. Аванесян отметил, что действия азербайджанских вооруженных сил в ходе последней агрессии были направлены на обнаружение размещенных в глубоком тылу систем ПВО. Ситуация в Мартуни свидетельствовала о том, что азербайджанская сторона пытается с помощью эффективных ударов БПЛА выявить местонахождение этих ПВО, чтобы затем нанести прицельный удар по ним. И то обстоятельство, что эти системы не были использованы в полной мере, имело тактическое значение. Мы не знали, что последует дальше. Если бы использовался весь арсенал, то, возможно, небо Еревана также осталось бы без защиты. Так, при этом он добавил, что с учетом новейших вооружений ни одна территория Армении, даже не имеющая непосредственной границы с Азербайджаном, не застрахована от того, что может стать мишенью вооруженных сил Азербайджана. В общем, эксперт намекает, что Азербайджан прощупывал почву 13 сентября, ну, как сказать, пошел наступление, прощупал, где вооружение, где противовоздушная оборона, где войска какие стоят, где был отпор, в каком направлении был отпор, в каком не был. В общем, в Джермуке, вот, практически отпора не было вот здесь, по этой линии. Так что Азербайджан прощупал это направление, здесь практически он дошел уже вот, здесь половина Армении, можно сказать, и вот и здесь уже. А на других участках, тут Кафане, ой, извиняюсь, сейчас я подтяну карту, вот здесь внизу, здесь было сопротивление вооруженных сил Армении, вот здесь, не дали пройти вглубь. Здесь вот трасса проходит, Иран, и здесь уже, как бы сказать, вооруженные силы Армении дали отпор. И вот что дальше эксперт заявляет. В связи с этим армянская страна должна позаботиться о повышении уровня защиты своих территорий, и в особенности населенных пунктов. Безусловно, в Азербайджане есть оружие, которое может обеспечить удары по всем уголкам Армении, но при должном уровне защиты ракеты могут не долететь. Существующий в этой сфере пробел необходимо восполнить. И это необходимо очень сделать сейчас быстро. Понимаете, он, эксперт, думает, что армяне смогут защитить всю территорию. Нереально, ничего они не защищают, потому что территория, видите, как Армения, извиняюсь, выглядит эта карта, она вся вытянутая. И Азербайджан может легко расстреливать любые города. Понимаете, если бы она была компактная, вот так как Азербайджан, да, можно было линию обороны построить, допустим, и все. Ну, допустим, какой-нибудь участок. Вот. А здесь она как колбаса вытянутая. Не получится ПВО здесь выставить по всей линии. Потому что Азербайджан может за неделю перерезать это направление Джермукское и все. И просто захватить вот этот участок. Кафан, Сюников и все. Армяне ничего не смогут сделать. Так, что еще эксперт говорит? Так, в связи с этим армянская, да, он говорит, должна позаботиться о повышении уровня безопасности своей территории. Следует учитывать, что вложения и обустройство передовой должны носить перманентный характер, поскольку уровень износа тут очень высокий. Речь не только о физическом моральном износе, поскольку в современных условиях этот прогресс технологического развития исчисляется месяцами. В общем, износ техники, в общем, устарючая техника. Нечем, надо вооружение менять на новое. При этом, отметил эксперт, линия соприкосновения проходит по территории, где соответствующие инженерные работы по
обустройству позиций могут проводиться лишь в определенное время года. Мол, типа сейчас зима, там осень, все. Ну, нету условий, чтобы хорошо сейчас организовать оборону. Понимаете, летом, когда жара, тепло, можно было все вырыть окопы, а сейчас уже, может, и снег пойдет, и уже все размыло, все эти дороги, территории, и там уже поздно, как бы. Надо было раньше это думать, готовиться к войне. Так, Азербайджан, типа, азербайджанский диктатор, он про Ильхама Алиева заявил, постоянно угрожает тем, что решит вопрос военным путем. Однако на данном этапе вопросом для него является отнюдь не Карабах, а так называемый Зангезурский коридор, заявил Аванесян. Разговоры о прорыве Зангезурского коридора не новые, они продолжаются с конца 2020 года. И это означает, что Армении было время для того, чтобы перераспределить силы и должным образом подготовиться к войне. В общем, армяне просрали момент, не подготовились они к войне. И вот этот Зангезурский коридор, о котором все говорят, они даже не подготовили здесь свои войска, как бы серьезные, не подтянули. И теперь они думают, что Азербайджан легко пробьет этот коридор через Мигри здесь есть, да, Нахичевань. И это будет территория потеряна для них. Так, если бы Армения готовилась к войне на том же уровне, что Азербайджан, то войны можно было бы избежать. То есть говорить о том, что в регион приходит мир, можно было лишь в том случае, если бы Армения уверенно готовилась к войне, считает эксперт. В общем, не готовилась Армения к войне, и шансов здесь никаких нет у Армении. Аванесян отметил, что передовая начала обустраиваться поздно. Да, я говорю, поздно они начали обустраивать. Власти Армении потратили слишком много времени на разговоры о мире. Ну да, пытались Пашинян там о мире подписать, потом он начал крутить Динамо с Ильхамом Алиевым, перестал подписывать все документы о мире, отказывается. И теперь не занимаясь приоритетным вопросом обустройства позиции, что и сделало возможным вторжение 13 сентября. Ну да, эксперт этот не дурак, говорит, сейчас Азербайджан, когда вторгнулся 13 сентября, попробовал, как все это будет, первый пробный, как сказать, удар нанесли, а теперь Армения запаниковала и начала срочно готовиться, закупать оружие у Индии, у Ирана, уже полностью модернизировать армию, укреплять свои рубежи, а время-то уже прошло. Интересная, да, ситуация, как будет складываться. Говорю, войска Азербайджана уже стоят и здесь, и здесь. Уже такая информация, что потянуты. Уже армянский эксперт, я там недавно сделал ролик, говорил, что Азербайджан уже медленно, уверенно подтянул свои все войска, они на границе, ждут приказа. В общем, такие новости. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.